Доктор Драмер за годы работы ветеринаром повидал многое. Сломанные лапы, странные новообразования, душераздирающие прощания. Он знал, что профессия связана с тяжелыми днями и сложными решениями. Однако ничто не могло подготовить его к событиям, которые развернулись, когда в клинику пришла леди. Шоколадная лабрадорка на последнем сроке беременности. Она выглядела как любая будущая собачья мать. Хвост весело вилял, и она беззаботно, вальяжно прошла в кабинет. Роды начались так же, как многие другие, с которыми он сталкивался за годы практики. Но где-то на середине произошло нечто необычное. Перемена была настолько странной и непредвиденной, что заставила его замереть. С того момента события пошли по неожиданному сценарию, которого никто не мог предугадать. Лиза вошла в кабинет доктора с леди на руках. На ее лице читались одновременно тревога и надежда. Леди готовилась к первому помёту щенков. Доктор Драмер улыбнулся и сказал несколько успокаивающих слов. «Всё выглядит нормально», — уверенно произнес он. «Это должно пройти без осложнений». Лиза кивнула, пытаясь совладать с тревогой. Леди значила для нее больше, чем просто питомец. Она была частью семьи. Шоколадные лабрадоры славятся своей ласковостью и уравновешенным характером, и леди полностью соответствовала этим качествам. Но никто не догадывался и не мог предвидеть, что эта беременность далеко не обычна. Семья Барнард всегда относилась к леди как к члену семьи, поэтому, когда настало время, Лиза не стала рисковать. Она привезла ее в клинику Драмера, чтобы обеспечить безопасное родоразрешение и получить поддержку специалистов. Опыт доктора был заметен в его уверенных движениях. Конечно, многие собаки успешно рожают дома, но поскольку это был первый помёт леди, клиника казалась более безопасным вариантом. Учитывая то, что вскоре произошло, это решение оказалось важнее, чем кто-либо мог предположить. Когда доктор Драмер осмотрел леди тем утром, он дважды посмотрел на снимки. Ее живот значительно увеличился с момента предыдущего осмотра, больше, чем он ожидал. Он пересмотрел ранее сделанные рентгеновские снимки и тихо кивнул. «Сегодня будет насыщенный день», — пробормотал он про себя. Обращаясь к Лизе, он аккуратно сообщил, что у леди явно крупный помёт. Ее глаза расширились от неожиданности. Медперсонал готовил родильную комнату и занимал позиции. Лиза ждала этого момента почти 2 месяца. 63 дня, что соответствует типичной длительности беременности у собак. Она готовилась вместе с леди, покупала предметы первой необходимости, переживала по мелочам, представляла крошечные лапки, бегущие по полу. Когда настал значимый день, в клинике царило сдержанное ожидание. Все были готовы. Доктор Драмер вел роды уверенно и размеренно. Даже медсестры чувствовали, как их сердца бьются чуть быстрее обычного. Вспомнив предыдущие визиты леди, жизнерадостной светлой собаки, которая поднимала настроение в кабинете, он заметил, что в этот раз все было иначе. Леди была взволнована, издавала беспокойные звуки, тяжело дышала, ее взгляд метался по комнате, она не проявляла обычной жизнерадостности. Доктор сразу распознал признаки. «Она рожает», — объявил он, — «и делает это быстро». Он кивнул Лизе и позвал команду. Независимо от дальнейшего развития событий, леди требовалась их полная концентрация и забота. Лиза еле удерживалась на стуле. Наблюдать за страданием леди было тяжело, но доктор мягко напомнил, что собаки чувствуют человеческие эмоции, и сейчас леди нужна спокойная поддержка. «Просто дышите», — тихо сказал он. «Она нуждается в вашей силе». Лиза вдохнула глубоко и положила ладонь на спину леди. Ее прикосновение было мягким и постоянным, и постепенно обе суки стали чуть более спокойны. Казалось мелочью, но это имело большое значение. Доктор Драмер дал знак, и команда осторожно переместила леди в родильную зону. Щенки должны были появиться в ближайшее время. Все чувствовали ци ожидания. Комната погрузилась в тишину, все внимали первому признаку новой жизни.
Как правило, помет у собак составляет от 5 до 6 щенков, хотя бывает и от 1 до 12. Лиза стояла поблизости, с волнением пересчитывая каждое маленькое тело, которое появлялось, тихо надеясь на здоровье потомства. Леди справлялась превосходно. Была сосредоточенной и стойкой. Хотя собаки обычно сами управляют родами, доктор Драмер оставался рядом в перчатках, готовый вмешаться при необходимости. Атмосфера была напряженной, но полна надежды. Каждый новорожденный щенок вызывал прилив облегчения и удивления. Щенки появлялись один за другим, 4, затем 6, затем 8. Комната постепенно стихала по мере увеличения общего числа. Когда процесс закончился, на свет родилось 12 здоровых щенков. Это был необычайно большой и сложный помет, но прежде всего удивительный. Помет леди отличался не только размерами, но и разноцветием. 3 черных, 4 шоколадных, 3 желтых и 1 серебристый щенок. Серебристый сразу привлек внимание. Серебристые лабрадоры редки, и этот малыш блистал под лампами. «Ну, посмотрите на это», — прошептала одна из медсестер. Команда улыбнулась, отметив равномерное распределение полов — 6 сук и 6 кобелей. Все казалось небольшим чудом, но затем произошел переломный момент. Когда щенки начали шевелиться и пищать, один из них остался тихим. Маленькое тело было неподвижно и молчало. Комната натянулась. Доктор подошел и сосредоточил внимание на этом неподвижном щенке. Что-то пошло не так. Слово «мертворожденный» повисло в воздухе, не произнесенное вслух. Лиза прикрыла рукой рот. Глаза расширились от тревоги. Но доктор не собирался терять надежду. «Давай, малыш», — шептал он, мягко массируя грудку щенка, согревая его, призывая к жизни. Леди только что произвела на свет 11 активных, здоровых щенков. Она была уставшей и истощенной, но еще не закончила. Пока доктор пытался реанимировать щенка, леди медленно встала, подошла к собравшимся и мягко тыкнула носом в маленькое тело. Жест не был паническим, скорее нежным и уверенным, как будто мать говорит: «Я здесь». В комнате воцарилась полная тишина. Иногда, несмотря на всю аппаратуру и опыт, именно прикосновение матери творит решающую разницу. Когда надежда почти угасла, крошечный щенок сделал слабейший вдох, затем еще один. Леди уткнулась и отлизывала его, как будто никогда не сомневалась, что малыш придет в себя. Она снова улеглась, защитно свернувшись вокруг своего теперь уже полного помета. Облегчение наполнило комнату, хотя доктор чувствовал, что вопросы пока не сняты. Что по-настоящему удивляло всех, так это разнообразие окрасов. Обычно лабрадоры бывают черными, желтыми или шоколадными, но у леди в помете были все оттенки, а также серебристый щенок, не укладывающийся в стандартные представления. Что-то странное происходило, и это касалось не только генетики. При первоначальном осмотре все казалось в порядке. Затем последовал телефонный звонок от Лизы, который все изменил. Она сообщила, что 6 щенков уже открыли глаза, тогда как остальные — нет. Обычно щенки открывают глаза одновременно. Доктор предложил навестить дом. «Завтра приду на утро, посмотрю», — сказал он по телефону. Он начал осмотр, поднимая каждого щенка по очереди, и первым был Кален с белым пятнышком на груди. Но не метка привлекла его внимание, а глаза. Одно было обычного темно-коричневого цвета, а другое — поразительного синего. Гетерохромия необычна для лабрадоров. Доктор Драмер повернулся к Лизе и спросил, есть ли у кого-то еще такие же. Она кивнула. «Ромулус тоже такой. Они выглядят почти одинаково». У Ромулуса были те же голубо-коричневые глаза, белое пятно на груди и даже изогнутый хвост, что нетипично для лабрадоров. Лабрадоры предназначены для работы в воде,
Их хвосты обычно прямые и служат рулем. Однако у Калена и Ромулуса хвосты были изогнуты, а в сочетании с необычными глазами и отметинами это вызывало еще больше вопросов. И по мере более тщательного осмотра доктор почувствовал нечто глубоко тревожное. Два щенка выглядели поразительно похожи, но белые отметины различались. Грудное пятно Калена немного заходило дальше, чем у Ромулуса. Белые участки на лапах находились в похожих местах, но с неидентичными рисунками. Казалось, что природа нарисовала одну и ту же картину дважды, но рукой, слегка дрожащей. «Так не должно быть», — пробормотал доктор, голос едва слышный. Он понимал, что даже у идентичных человеческих близнецов могут быть тонкие различия в проявлении генов. Как у человеческих однояйцевых близнецов могут быть разные отпечатки пальцев, так и эти щенки показывали нечто необычное в своей ДНК. Осознание этого пробежало холодком по его спине. Эти два малыша были не просто похожими, они представляли нечто, чего он ранее не встречал. Доктор не мог отбросить ощущение, что что-то в помете леди не сходится, поэтому аккуратно предложил провести ДНК-тесты. «Давайте сделаем анализы», — мягко сказал он. Лиза выглядела взволнованной, но согласилась. Доктор аккуратно взял мазки со щёчек обоих щенков и отправил образцы в лабораторию. Затем началась самая трудная часть — ожидание. Доктор Драмер занимался обычными приёма, когда пришли результаты. Как только он закончил приём, он быстро открыл конверт и прочитал отчёт. Результаты подтвердили не просто разницу, они раскрыли почти беспрецедентное. Кален и Ромулус оказались монозиготными близнецами, идентичными близнецами. У людей такие случаи редки, у собак считалось практически невозможным. Большинство помётов состоят из разнояйцевых братьев и сестер, каждый из которых развивается из отдельной яйцеклетки. Однако Кален и Ромулус развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, разделившейся на две. Феномен настолько редкий, что первый подтвержденный случай у собак был зафиксирован только в 2016 году. До того это считалось почти мифом. Эти щенки были не просто редкими, они стали частью исторически значимого явления. Откровение о том, что они идентичные близнецы, поразило доктора. За всю свою карьеру он не встречал ничего подобного. Он связался с коллегами, изучал публикации и задавал множество вопросов, и получил мало ответов. Когда он сообщил результаты Лизе, она была в шоке. «Не могу в это поверить», — выдохнула она. «Идентичные близнецы». Слово «чудо» было как никогда уместно. Большинство владельцев предпочитают избегать частых визитов к ветеринару, но Лиза регулярно возвращалась в клинику Драмера. Не потому, что были проблемы, леди была здорова и щенки развивались, а потому, что продолжали возникать необычные обстоятельства. Затем пришло еще одно удивление. Во время очередного визита Лиза упомянула, что Кален и Ромулус растут быстрее остальных. Заметно быстрее. «Они уже вдвое крупнее своих братьев и сестер», — сказала она с тревогой. Это привлекло внимание доктора. Он думал, что тайна закончилась с результатами ДНК, но щенки леди продолжали удивлять. Доктор вернулся к дому Лизы с блокнотом, намереваясь разобраться. Он взвешивал каждого щенка, фиксировал размеры и вел подробные записи. Кален и Ромулус выглядели крепкими и здоровыми, но остальные щенки росли гораздо медленнее. Разница была слишком велика, чтобы списать это на нормальные колебания. Это могло быть связано с питанием, генетикой или чем-то еще. В поисках ответов он консультировался с другими ветеринарами и специалистами по животным, но ни одна теория не объясняла столь значительную разницу в росте. В конце концов, было ясно — нужно больше данных. Что бы ни скрывалось в ДНК этих щенков, время раскрыть это пришло. С ватными палочками и множеством вопросов доктор Драмер-Йер вернулся в дом Лизы и систематически взял мазки со всех щенков. Образцы отправили в лабораторию снова, на этот раз для анализа всего помета. И снова началось ожидание. Он проверял почту, часы
и гадал, что сообщит лаборатория. Затем, в один будничный день, его ассистент принес конверт. Открыв его осторожно и не ожидая ничего экстраординарного, он вдруг замер. Тайна была раскрыта. Щенки леди были зачатые в результате явления, называемого суперфекундацией. Название звучало театрально, но объяснение простое. У леди развивались одновременно два помета от разных отцов. Это необычно, но объясняло все. Суперфекундация — не просто редкий термин. Это реальное явление, чаще всего встречающееся у собак, но все же редкое. Оно происходит, когда самка спаривается с несколькими самцами в период овуляции, и в одном помете оказываются щенки от разных отцов. Когда доктор объяснил это Лиза, она почти онемела. «Двое отцов?» — воскликнула она. «Два помета одновременно». С результатами ДНК все стало на свои места. Доктор не удержался и спросил, не знает ли Лиза, как леди получилось два помета от двух отцов. Она глубоко выдохнула и смущенно улыбнулась. Во время одного из течек у леди случился небольшой незапланированный выход на улицу. Я думала, что та ночь обошлась одной встречей, но, похоже, леди была более активна, чем я предполагала. Все стало понятно. Одно короткое ночное приключение привело к одному исключительно необычному помету, фактически к двум. Кален и Ромулус оказались живым доказательством той дикой ночи леди. Доктор Драмер и Лиза наконец получили ответы. Два отца, два помета и один набор идентичных близнецов. Это объясняло недели замешательства. За всю свою практику доктор никогда не встречал ничего подобного. Леди была не просто гордой матерью, она установила рекорд. История леди закончилась счастливо. 12 здоровых щенков, заботливый дом и тайна, которая ошеломила даже опытного ветеринара. Понравилась ли вам эта история? Считаете ли вы, что стерилизация и кастрация домашних животных – правильный выбор? Или природе следует давать идти своим путем? Оставьте мнение в комментариях. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Спасибо, что слушали. До следующего видео. Хорошего дня.